Добрый день, мои уважаемые подписчики. Рада вас всех приветствовать. В очередной раз хочу предложить вам интересный расклад, который можно заказать на личную консультацию. Называется расклад «Кельтский крест». Это вообще один из самых известных на сегодняшний день и самых старинных раскладов карт. Он считается наиболее универсальным. То есть получается, что он подходит для ответов на любые вопросы, вот, особенно о том, как будут развиваться те или иные события у человека, в чем причины происходящего, ну и что ожидает человека. Может быть, как возникла та или иная ситуация, какова ее причина. Ну, если вам трудно решить, какой расклад лучше подойдет для того или иного ответа на ваш вопрос, то вот как раз Кельтский крест – это тот расклад. Если вы его выберете, то не ошибетесь. Этот расклад делается на старших арканах и всего выкладывается 10 позиций. Ну и как всегда в конце любого расклада это совет от высших сил. Давайте попробуем, посмотрим один общий расклад, для того, чтобы вы могли понять, в чем особенности этого расклада, и в дальнейшем, если будет желание, заказать его на личный расклад. Итак, первая карта, которую мы с вами посмотрим, это сигнификатор человека, его характеристика на сегодняшний момент. Давайте посмотрим. Да, человек этот, о котором мы будем с вами говорить, это отшельник. Человек, который ушел от мира и ушел в собственное развитие. То есть он прекрасно понял, что оставаться на том уровне развития, на котором он сегодня находится, наверное, не очень разумно. Следует перейти на что-то иное. Человек, который задумался о смыслах жизни, человек, который накапливает определенные знания, опыт о устройстве мира, о смыслах жизни, человек, который стремится к познанию чего-то нового. Вот сегодня такова характеристика, сигнификатор человека, о котором мы говорим. Вторая карта, а их будет две в данном случае, описание центрального события, которое сейчас на данном этапе у этого человека происходит. Может быть, что мешает этому событию основному, центральному, или еще бывает такое, что наоборот помогает. Здесь мы будем смотреть уже в зависимости от того, какая карта выпала. Итак, значит, описание события. Мы видим, это карта умеренность. И карта, которая идет в разрез этого события, возможно, мешает чем-то и так далее, или наоборот помогает в данном случае. Значит, каково же событие? Я вижу по карте умеренность, что события происходят очень спокойно, размеренно. Я бы сказала, что то, что происходит с человеком, отшельником, на данном этапе поддержано высшими силами, то есть за ним происходит такой некий контроль, наблюдение, то, что происходит с человеком. Вселенная смотрит за ним и даже помогает в его начинаниях. Человек меняется, он приобретает новые характеристики. И центральное событие этого человека – это его развитие. Да, развитие происходит не очень быстро, и мы видим, что вода перетекает из одного кувшина в другой кувшин достаточно спокойно, но в то же время мы видим, что человек обретает знания. Третий глаз, да, которые позволяют человеку перемещаться в другие состояния. В частности, мы видим крылья, да. Поэтому человек на сегодняшний день пошел в очень бурное развитие, происходят очень серьезные изменения. Это может быть в любых сферах. В сфере работы, в сфере чувств, отношений, может быть здоровье. Здесь мы тоже можем говорить о том, что происходит укрепление, улучшение здоровья. Что же мешает, да, или может быть наоборот помогает? Вот в данном случае я бы сказала, что помогает, потому что карта Маг, на мой взгляд, это карта, которая говорит о том, что человек учится контролировать свои состояния. Человек управляет этим процессом. Поэтому в данном случае мне хочется прочитать эту карту именно как вспомогательную карту, а не как раз мешающую и раздражающую, да, вот этой конкретной ситуации.
Следующее. Мысли человека, что знаю, к чему стремлюсь на сегодняшний день этот человек. Человек на сегодняшний день думает, очень часто обращается к своей интуиции, к своим знаниям, внутреннему голосу. Человек, который прислушивается к тому, что у него находится в глубине, да, в глубине подсознания. Он постоянно размышляет о том, что такое хорошо и что такое плохо. Он держит в тайне то, что с ним происходит. Он не хочет на сегодняшний день делиться вот этим моментом развития и того, что развитие происходит очень достаточно интересное, которое позволяет человеку подняться на новый уровень. То есть он находится в некой в такой изолированности. Вот эти две карты еще раз нам показывают о том, что человек находится в состоянии такого раскрытия внутреннего потенциала. Следующая карта. То, что вы не знаете, но можете проявиться. То есть может в какой-то любой момент проявиться. Причем эта карта может показать то, что вас подтолкнет к движению и, может быть, ускорит процессы развития. Но вы об этом еще не знаете. Ну, здесь карта Иерофанта может говорить о том, что у вас впереди знакомство с человеком, который обладает определенными знаниями, и который для вас, возможно, станет учителем. И пока вы еще не знаете об этом человеке, а может быть, если с точки зрения работы посмотреть, да, если вам интересно, то это, возможно, какой-то новый партнер, который вам поможет в вашей деятельности, может быть, направит вас на какие-то иные горизонты вашего развития. Если же это чувство, то и эмоции, то, может быть, это партнер, который станет для вас стабильным. Вы еще не знаете, но он действительно где-то есть, вот, и может стать для вас вот тем двигателем, который вас может вытащить как на позитивный уровень, то есть дать очередной этап в развитии, или наоборот уйти на минус, то есть он может разрушить. Но данная карта говорит о том, что скорее это будет движение на плюс. Следующая карта. Прошлое человека, возможные причины. Давайте посмотрим прошлое человека. Человек завершил цикл развития. То есть мы говорим о том, что сейчас этот человек прошел определенный этап жизненный, он прошел его от начала до конца, и на сегодняшний момент он приобрел определенный опыт, который позволяет ему выйти на новый совершенно уровень своего развития. Надо приглядеться к тому, что вы прошли, переосознать этот опыт и все, что хорошее у вас в этом опыте было, взять на новый уровень своего развития. То есть карта говорит о том, что вы благополучно закончили определенный этап. И эта карта, смотрите, как она пересекается с отшельником, то есть это опять же разговор о том, а что же дальше будет. Вот я прошел, и я переосмысливаю и выхожу на новый этап. Следующая карта – будущее человека, возможные перспективы. Впереди перспективы могут быть очень, скажем так, сложные, если человек не будет меняться. То есть это, возможно, разрушение того мира, в котором он жил на протяжении вот этого первого, а может быть уже не первого этапа своего развития. То есть то, что было раньше, это все разрушится. И второй вариант, может быть, что-то не получится. Здесь нужно, наверное, посмотреть, да, отдельно еще разложить, почему, но мы об этом еще вернемся. То есть все зависит от человека, как он пойдет по этому пути, что он предпримет, правильные ли выводы он сделает, возьмет ли позитивные аспекты или негативные. Здесь будет зависеть, как эта башня себя проявит. Или она разрушит все то, к чему он пришел, или она разрушит старое и даст возможность построить новое. Следующая карта, седьмая позиция, это я, точка зрения. То есть влияние на ситуацию со стороны человека. Мой резерв, еще можно так сказать.
Ну, здесь получается, что человек немножечко висит в жертве, то есть, может быть, до конца не осознает, что надо дальше делать. Может быть, как раз вот ему не хватает вот этого учителя, который бы вытащил его из состояния немножечко зависания. Но в то же время резерв этой карты заключается в том, что человек еще не переосмыслил и не может активно начать двигаться, и, может быть, и это не позволит совершить ему какие-то неправильные поступки в той или иной ситуации. Резерв, конечно, в том, что человек продолжает размышлять и задумываться о том, что происходит. Но нужно выходить из этого состояния, нужно понимать, что только в движении, в действии возможно какие-то серьезные изменения и выход на позитивные результаты. Как ситуация выглядит со стороны других людей? Здесь мы видим, люди очень позитивно относятся к вам в данной точке вашего развития. Они на вас влияют положительно, они с удовольствием с вами готовы общаться, взаимодействовать. Именно в людях, в общении с людьми этот человек приобретет определенный очередной опыт, очередные знания. То есть не надо бояться выхода из отшельничества, не надо находиться долго вот в этой подвешенной ситуации, а нужно выходить в общение и знакомиться с новыми людьми, которые принесут очень много позитивных эмоций. Надежды, страхи и опасения, которые на сегодняшний день присутствуют в вас. Опасения, наверное, в том, что как же я перейду к этому новому состоянию, да? Получится ли у меня перешагнуть через себя и зайти в новое? Вот карта как раз смерти нам об этом говорит. И вы видите, здесь опять же этот учитель встречается. То есть человеку, скорее всего, сложно в одиночку сделать какой-то определенный выбор в движении. И ему важна обязательно поддержка. Но эту поддержку человек может найти только если вступает во взаимодействие с людьми. Поэтому главный совет расклада не замыкаться в себе, а общаться с людьми и находить вот этих вот учителей, которые тебя поддержат в твоем развитии и в твоих движениях. Ну и итог ситуации, чем завершится, как завершится дальше будущее. Вы знаете, хороший итог, то есть будет очень бурное развитие и движение в дальнейшее будущее. То есть человек наберет багаж, по этой карте мы видим, багаж будет разный, и позитивный, и негативный, но человек будет готов к очередному движению. И это движение, скорее всего, приведет его к хорошим результатам, но все будет зависеть от выбора, какой он сделает. И вот от этой башни, которая в будущем может ему светить. Все зависит от того, какие уроки он пройдет, правильно ли он пройдет эти уроки, верных ли людей, учителей найдет, которые ему поддержат, которые его поддержат в его пути, в его развитии. Ну и совет, да? Совет какой от карт. Да, сейчас, наверное, вам немножко печально, что не все получается, но вы понимаете, что пазлы рано или поздно, они собираются в прекрасную картину. И вы почувствуете, когда последний пазл ляжет в вашей картине, почувствуете гармонию, удовлетворение, которое вы получаете от своего развития. Ну и хотелось бы еще положить парочку карт для того, чтобы посмотреть, как же все-таки избежать, да, эту башню, и что поможет, чтобы эту башню преодолеть более позитивно, без серьезных потерь. Ну, во-первых, не надо бояться, нужно делать что-то, действовать и понимать, что этот период временный, да, то есть нужно набираться духовности, набираться потенциала, который позволит вам перейти в новое состояние. И не отказываться от эмоций, от общения с другими людьми, с другими взаимодействиями. Перестать быть холодной, жестокой, может быть, человеком бесконтактным. Вот. И тогда эта ситуация позволит нам успешно преодолеть башню. Итак, спасибо за расклад. Было очень приятно с вами общаться. Еще раз приглашаю вот на такие интересные, замечательные расклады. На моем канале в
YouTube вы можете выбрать плейлист «Интересные расклады», еще раз с ними познакомиться. Ну и, конечно же, жду на личные встречи.